Сегодня немалая часть Земли покрыта всевозможными растениями, грибами. Здесь есть множество видов животных, совершенно разных по размеру и массе. Но так было не всегда. И уж тем более удивительно, что свой нынешний вид планета обрела относительно недавно. Ведь на протяжении большей части своей космической планетарной истории на Земле нигде не было крупных долгоживущих организмов. К моменту образования этой планеты Вселенная уже достигла 2/3 своего нынешнего возраста, и потребовалось еще около 4 миллиардов лет уже после этого, чтобы произошло то, что сегодня называется Кембрийский взрыв. Время, когда многоклеточные сложные организмы, животные, растения и грибы стали доминирующими формами жизни на Земле. Как бы удивительно это ни звучало, на самом деле в истории нашей планеты было весьма скудное число критических событий, которые были необходимы для того, чтобы жизнь перешла от одноклеточной и простой к необычайно разнообразной, чтобы сформировались те наборы макроскопических крупных организмов, знакомые нам сегодня. Мы не знаем, является ли путь, выбранный земной жизнью, типичным и обыкновенным на других планетах, или же этот путь редчайший и сложный. Мы также не знаем, является ли разумная жизнь повсеместной в широком смысле понимания Вселенной, или же это редкий случай, исключение из правил. Но несмотря на все это, мы с нашими современными знаниями способны реконструировать ряд важных моментов о том, как жизнь стала такой, какой она является сегодня на Земле. В какой-то момент относительно ранней истории Земли возникли первые живые организмы. Давайте мы перечислим главные отличительные черты любой жизни. Итак, она потребляет питательные вещества или ресурсы из окружающей среды. Она имеет метаболизм, и она способна воспроизводить себя каким-либо образом. Вот эти процессы происходят на Земле уже как минимум около 4 миллиардов лет, почти всю историю нашей планеты. Эти организмы, а также их потомки, из года в год, изо дня в день продолжают собирать энергию и ресурсы из окружающей среды, усваивать эти питательные вещества для своего роста, реагировать на внешние стимулы, и они всегда готовы к воспроизводству. Поскольку окружающая среда вокруг них меняется из-за нехватки ресурсов, конкуренции, изменения климата и многих других факторов, некоторые особенности, которыми обладают эти организмы, увеличивают шансы на выживание, в то время как другие их, наоборот, уменьшают. Благодаря явлению естественного отбора, наиболее приспособленные к изменениям организмы выживали, процветали и продолжали размножаться, в то время как те, которые не смогли адаптироваться к изменениям, вымирали. Однако существует множество механизмов, которые могут помочь организмам адаптироваться к изменениям, и не все из них одинаково эффективны. Например, полагаться только на случайные мутации и передавать эти черты потомству крайне ограничено с точки зрения эволюции. Если мутация генетического материала и передача его потомству – единственный механизм, который есть у организма для эволюции, он, возможно, никогда не достигнет того, что сегодня называется сложным. Первый важный шаг произошел много миллиардов лет назад, когда жизнь развила способность заниматься горизонтальным переносом генов. Это когда генетический материал может перемещаться от одного организма к другому посредством механизмов, отличных от простого бесполого размножения. Хотя существует множество вариантов, посредством которых может происходить горизонтальный перенос генов, например, трансформация, трансдукция и конъюгация, все они имеют нечто общее. Благодаря этому процессу одноклеточные примитивные организмы, которые развивают генетическую последовательность, полезную для определенной цели, могут затем перенести ее в другие организмы, предоставляя своим собратьям новые способности. Несмотря на то, что впервые горизонтальный перенос генов возник давно, он и сегодня по-прежнему играет важные роли для живых организмов.
Это основная функция, с помощью которой современные бактерии, например, развивают устойчивость к антибиотикам. Благодаря процессу горизонтального переноса генов, как только один организм, даже примитивный, развивает полезную адаптацию, другие организмы могут ее получить сразу, вместо того, чтобы развивать с нуля. Вторым важным эволюционным шагом к сложной жизни стало развитие специализированных машиноподобных компонентов, которые существуют по отдельности в пределах одного организма. У самых примитивных существ есть свободно плавающие части генетического материала, заключенные в протоплазму внутри клеточной мембраны, без каких-либо более специализированных клеточных механизмов. Это прокариоты. Самая ранняя форма жизни и, как считается, самая многочисленная форма жизни на Земле сегодня. Однако более развитые и сложные существа содержат в себе способность создавать такие себе миниатюрные фабрики, где каждая из них способна выполнять одну или несколько специализированных функций. Эти мини-органы, известные как органеллы, возвещают о появлении эукариот. Эукариоты, крупнее прокариот, имеют более длинные последовательности ДНК, но также имеют специализированные компоненты, которые выполняют свои собственные уникальные функции. Примечательно то, что каждая органелла функционирует независимо от всей клетки или более крупного организма, в котором она обитает. Примерами таких органелл являются клеточное ядро, лизосомы, хлоропласты, тельца Гольджи, эндоплазматический ретикулум и митохондрии. Последние сами по себе невероятно интересны, поскольку они открывают замечательное окно в эволюционное прошлое жизни. Если взять отдельную митохондрию из клетки и поместить ее в богатую питательными веществами среду, то обнаружится нечто весьма удивительное. Она сможет выживать сама по себе. Митохондрии имеют собственную ДНК и могут метаболизировать питательные вещества. Они сами по себе соответствуют всем определениям жизни. Но они также производятся практически всеми эукариотическими клетками. Есть несколько таких клеток, которые больше не воспроизводят митохондрии, но их предки в какой-то момент эволюционной истории все равно их производили. Внутри более сложных, более высокоразвитых клеток содержатся генетические последовательности, которые позволяют этим эукариотическим клеткам создавать компоненты самих себя, которые кажутся идентичными более ранним, более примитивным организмам. Внутри ДНК сложных существ содержится способность создавать свои собственные версии более простых существ. Изучая биологию, люди часто узнают, что наиболее фундаментальная биологическая связь существует между структурами, которыми обладает и проявляет организм, и функциями, которые эти структуры выполняют. Если организм развивает способность выполнять определенную функцию, то у него будет генетическая последовательность, которая кодирует информацию, позволяющую ему сформировать структуру, которая выполняет эту необходимую функцию. Если вы можете включить этот генетический код в свою собственную ДНК, то вы тоже можете создать структуру, которая выполняет определенную рассматриваемую функцию. По мере того, как организмы становились сложнее на протяжении огромного количества поколений, их геномы становились крупнее и более информационно насыщенными. Эти существа накапливали большое количество генов, которые кодировали определенные структуры, которые затем выполняли множество функций. Организм, который формирует эти новые структуры для себя, получает способности выполнять функции, и они прямо взаимосвязаны. Это, казалось бы, парадоксальная природа конкуренции между простыми прокариотами и более сложными эукариотами, а также их потомками. В то время как более простые одноклеточные организмы могут размножаться быстрее, организмы, способные выполнять больше функций, часто более адаптивны и более устойчивы к изменениям. На раннем этапе вся жизнь на Земле была прокариотной, и потребовалось более миллиарда лет, а возможно и около 2 миллиардов, чтобы появились первые организмы-эукариоты. К тому времени, когда закончилось гуронское оледенение и Земля снова стала теплым влажным миром с континентами и океанами, эукариотическая жизнь была обычным явлением.
Прокариоты все еще существовали и существуют до сих пор, но уже не были самыми сложными существами в нашем мире. Однако для того, чтобы сложность жизни взорвалась, должны были произойти еще два этапа, которые произошли, кстати, одновременно. Многоклеточность и половое размножение. Третьим важным достижением, которое привело к действительно сложной жизни, стала способность организмов обладать не только органеллами в пределах одной клетки, но и несколькими клетками, которые полностью отличаются друг от друга. Многоклеточность, согласно биологическим данным, независимо развивалась много раз. На раннем этапе одноклеточные организмы приобрели способность создавать колонии, причем многие из них сшивались вместе, образуя микробные маты. Нечто, что восходит еще к прокариотическим формам жизни. Этот тип клеточного сотрудничества позволяет группе организмов, работающих вместе, достигать большего уровня успеха в определенной среде, чем любая клетка могла бы достичь по отдельности. Многоклеточность предлагает даже большее эволюционное преимущество за пределами клеточного сотрудничества. Возможность иметь клетки, которые могут извлекать выгоду из жизни в колонии, не выполняя никакой работы. Таким клеткам-нахлебникам не нужно собирать или усваивать питательные вещества, защищать другие клетки в колонии, отвечать за воспроизводство или даже участвовать в каких-либо других важных жизненных функциях. В контексте одноклеточных организмов клетки-нахлебники изначально ограничены, поскольку производство слишком большого их количества приведет к разрушению колонии. Но в контексте многоклеточной формы жизни можно не только включать или выключать их производство, но и можно развивать специализированные структуры и функции, которые помогают организму в целом. Большим преимуществом, которое дает многоклеточность, является возможность не только усложнения, но и дифференциации. Наличие нескольких типов клеток, работающих вместе для оптимальной выгоды всей биологической системы. Без многоклеточности часто можно обнаружить, что отдельные клетки внутри колонии конкурируют за генетическое преимущество со своими соседями. Однако многоклеточность позволяет организму получить дополнительное конкурентное преимущество. Способность наносить вред или уничтожать различные части себя, чтобы принести пользу целому. Клетка, живущая в группе, может ощущать принципиально иную среду, чем клетка, живущая сама по себе. Среда может быть настолько разной, что черты, губительные для одиночного организма, такие как повышенная смертность, могут стать выгодными для клеток, находящимися в группе. Сегодня у нас есть веские доказательства, указывающие на существование множества линий эукариотических организмов, при этом многоклеточность развилась из разных независимых источников. Слизевики, растения, красные водоросли, животные и многие другие классификации живых организмов – все они развили многоклеточность в разное время на протяжении всей истории Земли. Самый первый многоклеточный организм, по сути, мог возникнуть еще 2 миллиарда лет назад, и есть некоторые доказательства, которые подтверждают идею о том, что ранний водный гриб появился еще раньше. Но не только благодаря многоклеточности стало возможно и современное разнообразие жизни. Эукариотам требуется больше времени и ресурсов от развития до зрелости, чем прокариотам, а многоклеточным эукариотам требуется даже больший промежуток времени от поколения к поколению, чем любым из их одноклеточных аналогов. Сложность сталкивается с огромным барьером. Более простые организмы, с которыми они конкурируют, могут меняться и адаптироваться быстрее. Эволюция во многих отношениях похожа на состязание, соперничество. Различные существующие организмы постоянно конкурируют за ограниченные ресурсы. Пространство, солнечный свет, питательные вещества, лучшее местоположение в своей среде и многое-многое другое. Эти организмы часто пытаются уничтожить своих конкурентов. Прокариотическая бактерия с одной критической мутацией может иметь миллионы поколений шансов уничтожить крупное, долгоживущее, сложное и дифференцированное существо. Как может неуклюжий динозавр, состоящий из миллионов, миллиардов или триллионов клеток, конкурировать с эволюционным давлением,
оказываемым на него этими быстро адаптирующимися микробами. К счастью, у современных растений и животных есть критический механизм для конкуренции с их быстро размножающимися одноклеточными собратьями – половое размножение. Если у конкурента есть миллионы поколений, чтобы выяснить, как уничтожить более крупный, медленный организм, то победит тут кто? Тот, кто готов быстрее адаптироваться. Но половое размножение позволяет потомству значительно отличаться от своего родителя. Бесполое размножение таких результатов достичь не может. Чтобы выжить, организм должен правильно кодировать все белки, отвечающие за его функционирование. Одна мутация в неправильном месте может нарушить этот план, что подчеркивает, насколько важно правильно копировать каждый нуклеотид в ДНК. Но несовершенства неизбежны, и даже с механизмами, которые организмы разработали для проверки и исправления ошибок, где-то между 1 из 10 миллионов и 1 из 10 миллиардов скопированных пар оснований, будет содержать ошибку. Для бесполо размножающегося организма это единственный источник генетической изменчивости от родителя к потомку – случайные мутации. Но для размножающихся половым путем организмов 50% ДНК каждого родителя будет составлять потомок, при этом около 0,1% от общей ДНК будет варьироваться от образца к образцу. Эта рандомизация означает, что даже одноклеточный организм, который хорошо приспособлен к тому, чтобы превзойти родителя, будет плохо приспособлен, столкнувшись с новыми вызовами, которые представляет организм ребенок. Половое размножение также означает, что организмы будут иметь возможность успешно адаптироваться к изменяющейся среде за гораздо меньшее количество поколений, чем их бесполые аналоги. Мутации – это только один из механизмов изменения от предыдущего поколения к следующему. Другой – изменчивость, при которой признаки передаются от родителя к потомству. Если среди потомков больше разнообразия, то больше шансов, что некоторые из них выживут, когда многие представители вида будут отобраны. Выжившие могут размножаться, передавая черты, которые предпочтительны в данный момент времени. Вот почему растения и животные могут жить десятилетиями, столетиями или тысячелетиями и все еще могут выдерживать непрерывный натиск патогенных организмов, которые размножаются со скоростью сотен тысяч поколений в год. Несомненно, было бы чрезмерным упрощением рисовать картину, состоящую всего из 4 ингредиентов: горизонтальный перенос генов, развитие эукариот, многоклеточность и половое размножение. Все, что нужно, чтобы перейти от примитивной к сложной жизни, доминирующей в мире. Но мы также знаем, что потребовались миллиарды лет для того, чтобы произошел каждый из этих процессов. Происходят ли такие процессы на других далеких мирах? Там тоже требуются миллиарды лет на подобную эволюцию? Или, возможно, там это происходит быстрее? Ответов пока что нет. Что мы точно знаем, так это то, что жизнь зародилась на Земле более 3 миллиардов лет назад, а потом Кембрийский взрыв возвестил о появлении и повсеместном распространении сложной жизни. Только последние 550-600 миллионов лет демонстрируют мир таким, каким мы его знаем сегодня. После миллиардов лет космического путешествия планета Земля наконец-то была готова вступить в эру сложной и даже разумной жизни.